Я приветствую вас, мои дорогие друзья, представители знака Зодиака Рак на канале Таро Инспирационы. Цыганский старинный пасьянс и прогноз Таро на будущее. Что скоро произойдет в ближайшем будущем в течение марта 2026 года? Что прояснится в вашей жизни? Жизнь не бывает полностью предсказуема, и, наверное, события ближайших дней, ближайшего времени нам это подтверждают. Но давайте рассмотрим один из возможных вариантов альтернативных развития событий. Что же будет дальше? Как быть в этом сложном мире? Рассмотрим значение выпавших карт с позиции позитивной психологии, но и здравого смысла тоже. Я же надеюсь, что мы с вами проведем приятное время и какие-то подсказки вы получите. Так что же скоро произойдет? События ближайших дней. С чем они будут связаны? Что буквально спешит на ваш порог? Может быть, это как вести какие-то? Или вы сами с чем-то определяетесь? Я должна сказать, много эмоций в этот период. И для вас это, увы, не исключение. И это может касаться чего угодно, хоть вопросы работы, хоть и вопросы личных взаимоотношений. Вот тревога, правда, вот вы как будто тревожитесь по какому-то вопросу. У нас время с вами такое, когда это планетарно, карты тут ни при чем. И у вас, кстати, выпадает, посмотрите, это прочный союз. Есть какой-то человек, с кем прочный союз. Это может быть партнерские отношения, как и в личной жизни, точно так же это может касаться работы. Ну, может быть, в принципе, вот сейчас тут не тревожиться, а провести правильные параллели, на кого вы сейчас можете надеяться. Для вас это будет иметь принципиальное значение. И нам могут возвращаться некоторые сюжеты, жизненные истории, как будто возвращаются для того, чтобы мы в чем-то окончательно поставили либо точку, либо расставили все по местам так, как положено. Солнце – это как выбор правильного направления. Куда я иду и с кем. Тут могут быть разные такие решения. Смотрите, кольцо и карта флирта, карта хорошего настроения. Поэтому для кого-то по части личной жизни добрые вести. Или добрые вести от ваших родственников, от ближних людей, может быть, и так же. А для кого-то я вот уже вижу новое знакомство. Изображение цыганки, наверное, поэтому так называется расклад. И, в принципе, в цыганском пасьянсе прописано слово «лицо», вот такое краткое. То есть это те люди, которых мы недостаточно хорошо знаем. Давайте узнаем. А про что? У вас это может быть связано, что вы получаете неожиданное известие, какую-то информацию, может быть, от того человека, которого вы недостаточно знаете. Хотя это могут быть, ну, как бы, сами по себе контактные новые лица. Ну, и вот эта молния, как молниеносное, да, что-то, быстрое такое, скорое, которое будет вообще не связано с конкретным человеком. Может быть, с бумагой какой-то, правда? Так с чем это связано? Это нам о чем? У кого-то приглашение в гости, а может быть, это вы кого-то приглашаете в гости и переживаете, сомневаетесь, или вам предстоит важная встреча. Она может быть и по части личной жизни, может быть связана с партнерскими отношениями по работе или решение какого-то вопроса по документам, почему нет. Я такое допускаю, что кто-то из вас уже планировал, да, важную встречу, и есть и сомнения, есть и тревога, какое-то внутреннее, ну, такое беспокойство. А я должна сказать, вы ведь можете решить какую-то даже сложную ситуацию очень положительно. Наверное, вот надежность – это основная характеристика как вашего рода занятий, чем стоит заниматься, а чем нет. Но точно так же мы можем говорить и по части персон. Смотрите, вы тут можете решить какую-то очень давнюю историю и поставить в чем-то точку. Закрытый путь. Как будто и открытый путь, он тоже есть, кстати. Посмотрите, у вас выпадает бокал, мы говорим гости, либо вы, либо к вам. Но мы можем соединять в крайних рядах по горизонтали, по вертикали карты. И здесь ключ открытый буквально путь. Есть и открытый, но есть и тот, который уже не нужно, не важно, не интересно, не целесообразно. Вот именно какая-то точка. Отчасти вам помогает, мои дорогие, Уран в Тельце,
расставить все по местам. Чтобы из какой-то тут действительно сердечная тяжесть, из какой-то очень сложной, долгой ситуации, запутанной ситуации окончательно найти выход. Кстати, эта ситуация, скорее всего, связана, правда. Тут такие визиты могут быть, которые касаются либо вашей куда-то поездки. Вот смотрите, у нас совпадает, если мы вот рассматриваем крайние карты именно во втором ряду, книга. Книга – это учреждение. У кого-то могут быть и по части учебы, но в основном это официальные лица, это могут быть высокие инстанции, это могут быть важные встречи с людьми, которые наделены властью, это могут быть важные переговоры, мои дорогие, или подписание важных документов. Вот вы можете, вот рядышком у нас получается, да, вот именно какая-то инстанция и закрытый путь. Поэтому я тут вижу, вы можете довести что-то до ума в течение марта, и в чем-то вы поставите точку. Ну, тут, конечно, по-разному. Кому-то в налоговую, а кому-то, правда, бумагу какую-то важную надо получать. У кого-то виза, а у кого-то, может быть, это договор или контракт по работе, а у кого-то брачный контракт. Такое тоже бывает. Мы все разные. Итак, смотрю, что же у вас еще сложилось. И, в принципе, я не вижу больше совпадений. Ну, ждите новостей, причем самых разных. Скучать, хочется сказать, вам будет некогда. Но вот значение Солнца, знаете, это как ничто не происходит случайно. Даже если какая-то прежняя замученная история, хочется сказать, или которую вы многократно пытались решить, здесь все равно вот что-то стремится именно к порядку, к новой жизненной организации. Поэтому и не происходит ничто случайно, как и люди, как контакты, так и ситуации по работе, ну, или по каким-то документам. Итак, достанем карту и спросим, что скрыто от вас, о чем вы не предполагаете, не подозреваете, тем не менее это случится. И что же тайное, скрытое станет явным? Вот давайте тоже узнаем, что прояснится, по сути дела. И к чему приготовиться, как это повлияет на дальнейшее развитие событий или то, что будет дальше, к чему это все идет. Правда, к чему приготовиться. И по основным сферам жизни, что ожидает вас, что ждет в личной жизни и в отношениях. Что ждет в работе, важные встречи, контакты, ваши планы, у кого-то учеба, у кого-то бизнес. И финансы, что ждет в финансах. Так что же от вас скрыто? Радостная новость, хорошее настроение, какое-то предложение, такое тоже. Но вообще по этой карте, правда, вдохновение, как вас окрыляет. Вот вы можете сейчас, тем не менее, солнышко у нас выпало рядом. И посмотрите, начинается так, что тут у нас и цепи, это сердечная тяжесть, тут у нас и тревога, и вот уже буквально на пороге это солнце. Поэтому вы можете, ну, где-то тень на плетень эмоциональную на себя сами наводить. Я не исключаю, что имеет место быть сложный вопрос или какая-то затянувшаяся тема, но я так вижу, точно победа. Даже больше не буду доставать карт. Конечно, какую-то активность вам придется проявить. Но я бы сказала, рационализм. Не упустите время, доброе время. Решать даже самые сложные, запутанные, знаете, как Гордиев узел. Непонятно, не то его разрубить, не то найти вот это, да, вот от этого клубка противоречий, вот эту тоненькую ниточку, чтобы можно было потянуть. И постепенно вот какая-то белиберда у вас либо заканчивается, либо проясняется. Но в конечном итоге-то все равно. Сначала проясняется, потом мы понимаем, что ну вот, вопрос какой-то мы закрыли. Ну, давайте узнаем, что же тайное станет явным. Карта мага. Я не исключаю, конечно, старший аркан. И я уже сказала, будьте внимательны, люди возвращаются в жизнь. Или какие контакты, какие новости приходят на ваш порог. Или обстоятельства. Все имеет какой-то смысл. Конечно, по аркану мага и любой старший аркан будет говорить, что влияние извне или какая-то ситуация достигает пика. Вот сейчас ее именно доброе время решить. Даже если где-то приходится лавировать, мои дорогие, выкручиваться, выходить сухим из воды. Вот правда, карта мага – это все-таки карта где-то части серого кардинала, и мы говорим манипулятора. А может быть обстоятельства есть у вас, с учетом даже карт пасьянса,
Но какая-то запутанная история. Ее вот так вот однозначно не решишь. Поэтому, может быть, это у кого-то связано, я не исключаю. Иногда проходят по этой карте представители знака зодиака. Это как Дева и чаще Близнецы. Потому что планета-управитель этой карты Меркурий. Вот у нас как раз петля Меркурия до 20 числа ретро-Меркурий. И уж коль выпала эта карта, ретро-Меркурий нам действительно приносит не случайно возврат каких-то событий. Мы знаем, что Меркурий отвечает за коммуникацию, за цифровые технологии, где-то за языки, взаимопонимание, перемещение, передвижение. Но точно так же он может отвечать за исправность приборов, мои дорогие. Я могу предположить, что у кого-то из вас именно неисправность может быть, у кого-то, ну, даже банально, авто, например, да, когда вам нужно тоже решать этот вопрос. Или будьте аккуратны к тратам, потому что мы можем потратить деньги вообще в ретро-меркурий или когда идет вот эта петля. Мы не должны, ну, как-то вот более серьезные вещи приобретать, потому что либо мы разочаруемся, либо поймем, а зачем мне это было нужно. Ну, то есть на уровне импульса это может быть, но точно так же на пороге перемены. Перемены требуют совершенно других качеств вашего характера, понимаете? Ну и люди, может быть, тоже будут где-то склонны к манипуляциям. Но и я могу допустить, что чей-то коварный план вы тоже можете разгадать. Удивительно. У кого-то из вас еще один старший аркан. Действительно. Как и люди, так и события происходят не случайно. Какая-то правда станет явной. Или у вас на что-то глаза откроются. У кого-то из вас, ну, к примеру, даже по части взаимоотношений или важных контактов, вы можете узнать о человеке правду, или вы можете окончательно изменить мнение. Я не говорю, что вы резко что-то рвете, отказываетесь, нет. Скорее, вы примете такую тактику для себя. Я буду наблюдать. Но в вашей душе какой-то окончательный вывод вы точно сделаете. Давайте узнаем, а к чему это все идет и к чему приготовиться. Вот тем самым, наверное, вы стабилизируете свою жизнь и приобретаете или строите только те взаимоотношения, которые надежны, и ну и где-то с элементом прогресса. На кого вы можете опереться, а не те, которые, да, меняют мнение очень быстро. Для кого-то из вас вы можете решить финансовый вопрос, для кого-то это вопросы, связанные с банком. Может быть, вот все то, что подразумевает финансы. Иногда по этой карте чиновники, банкиры идут, да. Может быть, налоговые органы, вот у кого-то что-то подобное может тоже проигрываться. Может быть, это вам с кем-то договариваться придется, но посмотрите, да для вас нет ничего невозможного. Главное не упустить время раз и правильно расставить приоритеты. А третье – идти по ситуации, вот как этот маг. Потому что именно как новая организация жизни. И все то, что я долго говорила, вот у кого-то из вас это может быть путем посещения инстанций, у кого-то именно личная жизнь, определение, но для кого-то из вас это на кону именно финансовая какая-то история. Просто мы все разные, хоть и объединяет один знак зодиака, а судьбы все таки абсолютно отличаются, правда? Но вот эта карта, пусть она несет нам больше такие консервативные энергии. Здесь не совсем про вдохновение. Но, наверное, и для вас сейчас наступает время, когда, ну, вот фундамент этот для себя создать, чтобы ваши мечты начали сбываться. И победа даже в сложном вопросе вас как будто ожидает. Ладно, что ждет в личной жизни, в любви, в взаимоотношениях? Ну, наверное, не случайно столько старших арканов, которые судьбоносные. А аркан справедливости – это карта кармы. Я допускаю, что у кого-то, может быть, это вопросы, связанные с судом, все же, опять же, мы все разные. Или у кого-то это ситуация, которая потребует тут именно как ваша личность, не поставить себя под удар, разузнать, как работает или как защищает ваш закон, как правильно составить какой-то документ. Но для кого-то из вас это будет как ситуация, когда вы долгое время, может быть, кому-то помогали, причем бескорыстно.
Ну, тогда вам тут и высшие силы, это факт, помогают. Пусть руками других людей. Но явно какая-то тема у вас решится положительная. И вы знаете, пусть это вот на личную жизнь. Но с учетом верхнего ряда, для кого-то из вас принципиально имеет значение именно договоренности, контакты, документы или работа или деньги. И больше внимания вы будете уделять именно этим сферам жизни. И еще один старший аркан. Но как будто не избежать либо представителей, может быть, законной власти или чиновники, чиновники высокого ранга. Для кого-то из вас это будет и вообще все карты маг, король пентаклей, император, правда? Официальные лица самые разные. Хотя я для кого-то не исключаю ситуация такая, что, ну, дома, может быть, тоже такой император есть, да, несговорчивый. Но, по сути дела, эта карта говорит именно об организации. Это закон, порядок, дисциплина где-то. Это все то, что для вас будет важно. Для того, чтобы решить какую-то сложную проблему. Но и договариваться придется, это факт. Причем в рамках закона. Или вам что-то для себя, как, знаете, высшие силы помогают. Что-то сделать красиво. Даже в тех задачах, которые не совсем от вас зависят. Ну, это как документы или какие-то важные согласования. Может быть, кто-то, ведь это статусная карта, вы как будто можете задуматься о смене статуса. Может быть, это и касается личной жизни, а у кого-то построения карьеры. Но тогда не обойтись все равно без каких-то согласований. Что же это еще, что ждет? Может быть, был какой-то конфликт, или пусть это была ситуация, когда, ну, в чем-то у нас был проигрыш. А здесь как будто изменяет вашу траекторию движения или траекторию возможностей, меняют именно высшие силы или какие-то обстоятельства. Тут у каждого по-своему. Но и вы сами можете тут что-то передумать, переиграть. Может быть, вам и придется договариваться в тех вопросах, которых, ну, на которые вы не хотите вообще разговаривать. Все-таки пятерка мечей– это больше карта конфликта. А нам здесь говорят о том, что не застрянь в этом конфликте, потому что у тебя есть возможность его вот именно нивелировать, свести к нулю. Так что же это? Вот я подведу итог. Правда, по части вашей личности или личных отношений, опять же, старший аркан. Видимо, много старших арканов, потому что у каждого своя история, своя задумка. У каждого из вас есть какой-то камень преткновения, который либо личности, либо вопроса любви касается. И это нужно вот прояснить с точкой. У вас до конца марта прекрасное время все расставить по местам. Даже в тех ситуациях, которые были сложные, даже те, которые ситуации на грани закона, да, каким-то образом требовали от вас таких рациональных решений, или когда у вас был какой-то конфликт, или бессмысленное ожидание. Время подводить итоги. Потому что на кону есть хорошая возможность. И если мы что-то отложим на потом, мы упустим время. Что ждет в работе, в делах, в важных встречах? По четверке пентаклей вы словно держитесь за что-то. По четверке пентаклей еще иногда идут, мы чего-то боимся потерять. Может быть, это касается именно даже отношений, может быть, контактные лица по королеве жезлов. Иногда это как бизнес-вумен. Нет, но тут по-разному. Здесь с учетом королевы жезлов может быть тот человек, от которого вы отчасти не знаете, что ожидать. Я такое тоже могу предположить. Но будут здесь именно по работе важны. Вот смотрите, тут есть такой момент. Мы уже не раз с вами сказали о том, что важны надежные люди. А по королеве жезлов она немножко сама по себе. Это та персона, которую жизнь заставила пройти, ну, какие-то сложные периоды. Ну, так сложилось его жизнь или ее жизнь. Мы тут не рассматриваем по полу карту, да, вот перекладываете на себя, это расклад общий. Но в итоге-то получилось, что человек умеет хранить тайны свои и чужие. И просчитать ее, разговорить ее на что-то никому не удастся. Это ей дает такой приоритет, как правильная работа с информацией, и второй момент– правильное распоряжение деньгами. Вот поэтому я говорила, бизнес-вумен, по сути дела. Ну или бизнесмен, может быть, это так же, да. Опять же, пол тут не берется в значение.
И вот вам-то вот самим на себя примерить такие энергии. Потому что ключевое значение, опять же, партнерство, мои дорогие. Вот правильные люди вам дают как будто вот этот правильный рост. А если вы что-то не подведете к итогу, есть вариант застрять как будто в ностальгии, в ожидании лучших времен или того, что какой-то вопрос решится сам по себе. И тогда нам карты говорят: нет, наверное, вряд ли. Поэтому и активность, посмотрите, у кого-то на кону. Императрица, кстати, карта, которая говорит: надейся сам на себя. Ну и не надейся, что авось там завтра что-то решится. Нет. Тут очень вдумчивые, такие поступательные, ей во благо самому себе движения или, будем говорить, решения, или какие-то согласования, может быть, и переговоры. Это карта благополучия. Вот у вас на кону благополучие. Поэтому понятно, что нужно менять какую-то прежнюю историю или выходить из каких-то жизненных тупиков. Но у вас, мои дорогие, какой-то добрый период все равно. Как добрый период вот для тех, кто сейчас в сложной ситуации находится, да, значит, ну, есть какие-то ресурсы, есть механизмы в ваших руках. Может быть, это связано с людьми, но также и с вашими решениями. Когда мы, как, знаете, камень с мертвой точки можем сдвинуть. Когда вот все не решалось, какая-то замороженная была ситуация, которая, может быть, касалась и работы, и контактов, и личной жизни. У кого-то тут все вместе как будто перемешалось, правда? И личная жизнь, и работа, ваши достижения. У кого-то работа на дому, иногда по императрице проигрывается. Вообще мы отталкиваемся от того, какое благополучие мы хотим получить. Выбор правильного направления нам об этом говорит карта. Ну, давайте мы узнаем, а финансы что ждет? Еще один старший аркан. Вообще карта колесницы– это карта успеха, удачи. Но это не то, что, знаете, да, с одной стороны, это нам что-то помогает, как высшие силы складывают для нас, ну, какую-то обстановку или, ну, как пазл какой-то складывается, но все-таки от наших действий многое зависит, потому что не откладывай какое-то дело на потом. Вот конкретно по финансам. Может быть, это у кого-то финансовая история, правда, которая вот связана даже по арканам пасьянса, которая будет связана у кого-то с погашением кредитов, у кого-то проплата, может быть, или подготовка, там, декларация, тоже проплата налогов, или решение вопросов по части работы, опять же, контрактов, договоров. Ну, самая разная палитра событий. Но, тем не менее, вот именно теперь нужно что-то сделать, как будто кардинально изменить отношение к чему-либо или к кому-либо. И одновременно первый шаг. Ведь вот этот возничий управляет повозкой силой мысли. Нет вожжей. Интеллект, мои дорогие, и полная готовность к неожиданностям. Поэтому по финансам я бы сказала так. Как будто вы можете решить финансовый вопрос. Но эта ситуация, вам даже в этом будут, например, высшие силы помогать. Но это происходит именно потому, что вам нужно какое-то видоизменить отношение к деньгам или к своим тратам. Мы говорим, сэкономил, 2 раза заработал. Правда, может быть, у кого-то и так, потому что практически будущее уже на пороге. И здесь могут быть такие перемены скоро, которые, возможно, потребуют буквально для кого-то поездки, переезда или решения по части автомобиля, транспортного средства или средств передвижения. Будьте где-то к этому готовы. Иногда аркан колесницы тоже проигрывается. Проигрывается именно, ну, а с учетом петли Меркурия, тут вообще будет очень важно. Знаете, вот как 3 составляющие. Я часто говорю, и, кстати, я писала об этом в своих статьях. Первое– это именно финансовые ресурсы. Раз. Деньги– один из способов взаимодействия с миром. Интернет, доступ, мои дорогие, и это 2. И третья составляющая– это быть мобильным. Продумывать маршруты запасные, аэродромы, да. И если вышел, ну или, допустим, по ретро-меркурию не срабатывает, ну как расписание, происходят сбои, или это поломки техники, значит, тогда нужно для себя какие-то запасные
Ну, или возможности изыскать, или маршруты. Быть к этому тоже готовому. Тут именно и мобильность, и интернет-доступ, и финансовый достаток. Вот 3 составляющих у вас складывают где-то вот ваше солнце. И когда одно что-то провисает или не работает, поверьте, 2 других компонента вам будут помогать достичь вот этой победы. Перекладывайте на себя, а я благодарю вас, мои дорогие, за вашу отзывчивость, за вашу душевность, за то, что благодаря вашим комментариям вы делаете наш канал наполненный аурой добра. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, читайте мои публикации, и все ссылки будут в описании под видео. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.